Джонни Депп получит громкое возвращение в 2023 году, говорит инсайдер сайта Pop Topic. Капитан Джек возвращается? Может ли быть правдой вновь появление на наших киноэкранах неподражаемого капитана Черной Жемчужины? Или все дело в уже успевшем наделать много шума в фильме о короле Франции Людовике? Также не секрет, что Джонни Депп вплотную занимается музыкой с Джеффом Беком для совместного альбома, а также пишет материал для нового альбома голливудских вампиров. Еще Джонни занят написанием книги, в которой голливудский актер расскажет о своих переживаниях по поводу разрыва с бывшей женой и последующих годах жизни, а также создает потрясающие по своей уникальности портреты друзей и людей, круто повлиявших на его сознание. Обо всем этом и немного больше в сегодняшнем видео. Так как монетизацию сняли, поддержите канал подпиской или посмотрите это видео через VPN. Привет, друзья! Вы смотрите файл Джонни Деппа. Сразу хочу показать две работы, присланные мне на конкурс по «Фантастическим тварям 3» Марией Мульман и Варварой Круг. Задание конкурса было следующим: показать Джонни Деппа в роли Гриндевальда на плакате к третьему фильму о фантастических тварях. Напомню, что свои работы присылайте мне на адрес deppfiles@gmail.com. Джонни Депп, как сообщает сайт Pop Topic, сделает громкое возвращение на большой экран в 2023 с долгожданным продолжением блокбастера. Могут ли это быть «Пираты Карибского моря»? В своих недавних видео я рассказывал, что Джонни очень обижен отношением к нему боссов студии Disney во время его бракоразводного процесса с бывшей женой. Не могу разделять оптимистические настроения некоторых людей на возможное возвращение Джонни Деппа в пиратскую франшизу, но Джонни говорил, что не вернется даже за $300 миллионов. Вот как пример доступные выдержки из допроса Джонни, проведенного 10 ноября 2020 года в суде. Речь зашла о влиянии статьи, написанной бывшей женой Джонни, на его карьеру и репутацию. В том числе затронули и сотрудничество Джонни с компанией Disney. Вопрос: трусливый? Ответ Джонни Деппа: нет, я не считаю Джерри Брукхаймера трусливым. Вопрос: вы считали Шона Бейли, продюсер в Disney, трусом? Ответ: да. Вопрос: почему? Потому что ему не хватило смелости. Послушайте, я участвовал в 5 фильмах из серии «Пираты Карибского моря», и мне очень повезло, что я был частью этого. Я был очень счастлив. Я все еще счастлив, что был частью этого, потому что у меня есть персонаж, который заставляет многих людей улыбаться и быть счастливыми, и это доставляет мне огромное удовольствие. Но когда люди, которые сделали на этих фильмах 4, 5, 6, 7, 8 миллиардов, причем на фильмах с моим участием, а мой герой до сих пор является частью аттракциона «Пираты Карибского моря» в нескольких точках мира, в Шанхае, в Орландо и повсюду, даже не перезвонили мне, меня это удивляет. Они даже не нашли в себе смелости позвонить и уволить меня нормально, если они ссылаются на обвинения в мой адрес. Но все же для них было нормально оставить якобы бьющего жену на своих аттракционах. И они все еще могли продавать товары с изображением якобы избивателя женщин. И они даже продают фигурки в виде меня. Они не сняли меня со своих аттракционов, так что подгнило что-то в датском королевстве. Вы точно знаете, что не собираетесь участвовать в «Пиратах 6»? Ответ: без вопросов. И я верю, что это из-за глобального шквала мошеннических претензий против меня, которые распространились по всему миру в этой штуке, называемой интернетом, и в различных журналах и все такое. Как я уже говорил ранее, то, что она сказала, сделала, да, я верю, конечно, что они ни за что не собирались пускать меня в пиратов, как они собирались привести меня в «Пиратов 6», если кто-то там кричит о том, что ты ужасный человек, а затем пресса поддерживает это и продает тебе. Продает, понимаешь? А что если боссы решат заплатить ему больше $300 миллионов? Ах да, еще и миллион альпак. Интересно, что мистер Депп намерен с ними делать? Конечно, это все шутки про альпак, но неудовлетворенность Джонни Деппа тем, как повели себя руководители «Мышиного дома» в то время, когда Джонни больше всего нуждался в их поддержке, поддает сомнениям его возможное возвращение во франшизу Диснея. Тут дело даже не в том, что голливудский пират заработал для студии Дисней огромные деньги. Конечно, не он лично, но и другие актеры, но дело скорее всего в простом человеческом отношении. Но если отойти от этих рассуждений, то люди снова начинают говорить о Джонни Деппе и в очень позитивном ключе. По сообщениям, голливудские продюсеры и другие агентства рады снова работать с актером и уверены, что он выиграет дело против бывшей жены. И к вопросу о съемках продолжения «Пиратов». Начинать съемки нового фильма Disney не может без Марго Робби, а у нее сложилось плотное расписание. Сейчас актриса готовится сразу к нескольким лентам. Ближайшей ее работой
дебютой станет фильм «Барби», где она сыграет знаменитую куклу. Далее ожидается возвращение к образу Харли Квинн в фильме «Сирены Готэм-Сити». Это значит, что сниматься в «Пиратах Карибского моря 6» Марго сможет не раньше 2023 года, а релиз экшена можно будет ждать только в 2024 или позже. Такие новости напугали всех поклонников франшизы, ведь последняя часть серии вышла 5 лет назад. Фильм все еще на стадии разработки сценария. Брукхаймер хочет снова увидеть Джонни Деппа в роли капитана Джека, но пока ни в чем не уверен. Решение будет принято позднее. Нет даже никаких подробностей о кастинге и съемочной группе будущего фильма. Но вернемся к Джонни Деппу. Мало того, что такие крупные студии, как Warner Bros. Наконец-то начали осознавать, сколько денег они потенциально могут потерять, если будут постоянно поддерживать Эмбер Хёрд в ее клеветнической кампании против ее бывшего мужа, то теперь они очень взволнованы вновь открывшейся перспективой работы с американским актером Джонни Деппом. Не так давно средства массовой информации пытались убедить нас в том, что карьера Джонни Деппа как актера закончилась. И хотя после этого на экраны вышло немало фильмов с Джонни, а его навязчиво лживая бывшая жена оклеветала его, мистер Депп продолжал расширять границы независимого зарубежного кино и снялся в нескольких фильмах, получивших признание критиков. Среди них стоит отметить «Миномату», которая сейчас борется за Оскар в номинации «Oscars Fan Favorite». Несомненно, этот шедевр должен посмотреть каждый. Это не супергеройское развлекательное кино, а драма, основанная на реальных событиях, которые долгие годы насильно скрывали. Трагедия небольшого прибрежного городка Миномата получила в новом фильме Джонни Деппа и режиссера Эндрю Левитаса свое центральное место, наряду с историей жизни знаменитого американского военного фотографа Юджина Смита. Отмечу, что драма Миномата несет мощный посыл к людям, поднимая жизненно важные аспекты таких тем, как загрязнение экологии и страдания вследствие жуткой болезни от этого загрязнения простых людей. Напишите мне в комментариях, чем задела вас эта драма. По сообщениям инсайдеров, несколько крупных студий лично связались с Джонни Деппом и принесли извинения, выразив заинтересованность в новой работе с ним в ближайшем будущем. Если это правда, то совсем скоро Джонни блистательно вернется на киноэкраны всего мира. Джонни Депп вернется в голливудское кино в 2023-м. Он уже вел переговоры с крупной студией о повторении одной из своих самых известных ролей всех времен, сообщил изданию Pop Topic его источник. Источник не смог раскрыть никакой дополнительной информации, но слухи о том, что Джонни Депп вернется в роли Джека Воробья, чтобы логически завершить грандиозное приключение капитана пиратов, недавно распространились по голливудским холмам. Как думаете, является ли это крутой идеей? Напишите в комментариях. Многие коллеги по съемках в «Пиратах Карибского моря» поддерживают Джонни Деппа в его громком разводе. Среди них Грег Эллис, Кевин Макнелли, Хавьер Бардем и Пенелопа Круз, продюсер Джерри Брукхаймер и режиссер Гор Вербински. Надеюсь, никого не пропустил. Кевин Макнелли указал, что не может представить франшизу «Пираты Карибского моря» без ее лица, Джека Воробья, в исполнении Джонни Деппа. «Я никогда не видел намека на какую-либо темную сторону Джонни. Я вижу великого гуманиста и красивого человека. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он вернулся и сыграл Джека Воробья. Я думаю, у всех есть ощущение, что без Джека не было бы франшизы. И, наверное, в этом большая доля правды. Но сейчас возникли вопросы по этому поводу. Почему бы не показать другие фильмы «Пираты Карибского моря»? И, конечно, почему бы в таком случае не вернуть Джека? Или сделать так, чтобы Джек играл другую роль? Но член съемочной группы «Фантастические твари 3» рассказал Pop Topic, что все, включая актеров, были опустошены, когда Warner Bros. Попросили Джонни Деппа уйти. Атмосфера резко изменилась, когда мы узнали, что Депп не вернется на съемочную площадку, рассказал член съемочной группы. Я знаю, что это звучит драматично, но первый день съемок без него действительно был похож на похороны. Я думаю, это было так, потому что нам, актерам и съемочной группе, были даны строгие инструкции не говорить об этом. К сожалению, маловероятно, что Джонни Депп повторит свою роль Геллерта Гриндевальда в «Фантастических тварях 4 или 5», даже если студия будет умолять его вернуться, особенно после того, как они обращались с ним во время громкой судебной тяжбы с его жестокой бывшей партнершей. Warner Bros. Проявляют признаки раскаяния за поддержку Эмбер Хёрд и обеспокоены тем, что их авантюра с манипулятивной актрисой дорого им обойдется. Отдел маркетинга студии получил указание максимально дистанцироваться от драмы Деппа и Хёрд, и в результате Эмбер была почти полностью удалена из всех рекламных материалов, включая закулисный короткометражный фильм
фильм и плакаты. Ну а я прошу вас проверить подписку, чтобы не пропускать новинки на канале и посмотреть другие мои видео, желательно через VPN. Не забывайте распространять хэштег Justice for Johnny Depp. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.